оказывается, в какую-то жопу. Как в бандитском Петербурге. Знаешь, Сереженька, место в Цепекио? Кричи, не кричи. Какая-то голуби, шмолуби. Стойте. Мужики, не надо лезть. Ну, вы в рабочем комбинезоне в грязном. Что, я рабочий класс? Ладно бы заляпано было. Не, ну, послушайте. У меня все нормально. Так как не заляпано? Не Мазерати. Нет, подождите. Я даже не важно, на какой машине я приехал. Просто вы посмотрите, с вас сыпется там чего-то, грязь какая-то. У меня ничего не сыпется. Нахер нам... Нет, просто протерли и все. Молодой человек, я все понимаю. В смысле протерли? Зачем мне это нужно? Что, влажную салфетку взяли, протерли? Что тут такого? Я сам в автосалоне работаю, машина обслуживаю. Нет, я понимаю, но у вас там краска, не краска, я не знаю. Да она не липкая, все нормально здесь. Нет, вы либо переоденетесь, короче, либо я вас не повезу. Просто я не хочу пачкать машину. Зачем? И на самом деле, если вы читали договор, оферты с Яндексом, там написано, что с грязными... Я ничего не читал, это обычный салон. Мужчина, да я понял, обычный салон. В смысле обычный салон? Даже если бы я на копейки приехал, то моя машина, не хочу, чтобы она грязная была. Ну вам сложно переодеться, что ли? Я не знаю, вы сюда же не так приехали? Нет, я одежду испачкал, повесил там сушиться. Постирал, повесил сушиться там. Я понял. Мне что делать, скажите? Слушайте, обычный салон, просто сел, поехал, вы протерли, 3 трехсекундное дело, протерли и все. Да нахрена мне это нужно, вы просто объясните мне, зачем мне это, когда я вас просто могу не повезти. Я просто обычное такси вызвал, я же не элит-класс какой-то, да. Да какая разница, элит, не элит, вы даже обычную машину зачем пачкать-то? Где пачкать? Смотрите, что у меня грязного-то, у меня спереди, да я не хочу, да что ж такое, как я не могу объяснить? Я не могу. Нормальный комбинезон, что я, рабочий человек, мне просто тупо доехать до магазина продуктов и все. Я понимаю, не надо, я еще раз говорю, не надо этим заниматься. Я вас не повезу, либо вы переоденетесь, либо я вас не повезу. Может, у вас пакет есть какой-то постелить сюда или что? Что-то, это ж не я. Тут в нормальных машинах, в такси. Все, ладно, я посмотрю, что в багажнике. Чехлы есть нормальные. Гараж мне надо закрывать? Да нет, у меня там напарник. Я вот здесь остановлюсь тогда, ладно? Да, хорошо. Сейчас магазин быстро. Вот она, блядь, клиентоориентированность, нахуй. Скоро буду памперсы алкашам выдавать, чтоб не нассали. Пакетики, чтоб не наблевали. И все такое. Я же сервисмен. Эй, дружище, что такое? Не надо в машине этого делать. Ты что, это же пиво, это же не алкоголь. Смотри, жара. В смысле нет? Да, нет, я не буду спорить, мне все равно. Вас вести 10 минут до вашего гаража там или что? Да, мне просто, это ж пиво там, считай, что... Да дело не в этом, оно прольется там. Не знаю, да какая разница? Как да я аккуратно, нельзя распивать
без разрешения водителя спиртные напитки в такси. Нельзя. Ну разреши, а выпьешь. Я не хочу разрешать, мне не нужно это. Потерпите 10 минут и все у вас будет. У вас что, нет возможности там посидеть, я не знаю, там дома, например, пиво попить? Работы много, работаю. Я думал во время дороги перекусить по-быстрому, выпить пивка и все. Я же не водку глушу. Надо всегда оставлять возможность на обеденный перерыв, и лучше на домашний. Ну, я сейчас дома не живу, я 24/7 в гараже. Работаю. Чего вы дома не живете? Ну, во-первых, работы много, да, там двигатели ремонтируют, особенно под лето, да. Во-вторых, с женой поругался там из-за инвестиций. Что, не пускает домой теперь? Ну, не сошлись во мнениях по инвестициям, да. Вот сейчас живу пока в гараже, ну и работы много тут, в принципе, да. Вот даже на обеденный перерыв времени нет. Это что же, это ж как надо не сойтись по вопросу инвестиций, чтобы жить в гараже? Да, не понимает, я вложился в современные технологии, считаю, что как российский Илон Маск, колесо Дуюнова. А что? Да, колесо Дуюнова, это я слышал про эту канитель, так это же лохотрон. Да какой лохотрон? Тут 4 миллиарда долларов инвестиций. Это в российское ноу-хау идет. В Сколково презентации, в Германии сертификацию прошло через научное бюро. То есть это надежный проект, вкладываемся. То есть большой рост прибыли. Подождите, я не очень понимаю. Вы же не 2 рубля вложили, правильно, судя по всему? Ну нет, сейчас вот с нескольких крупных заказчиков, да, я вложил достаточно большую сумму, да. И жена не оценила ваши потуги? Да. Ну я уже, 3-й месяц вкладываю. Тогда я бы, извините, конечно, но без сарказма я бы вас тоже выгнал жить в гараж. Так а чего? Это же потому что это, да перестаньте, вы что, не читали, что ли? Ну, там, не знаю, это же, шляпа, реально. Да, хрень какая-то. Прошло тут куча сертификаций, проект надежный. Колесо Дуюнова, современные технологии. Ноу-хау российское, в Сколково презентация была. Не вопрос, главное, что вы верите, да? Ну и дай бог, и вас даже не смущает то, что жена вас выгнала, да? Ну вот она тоже, сомневается, но я не понимаю этот скептицизм, если честно. Я надеюсь на лучшее, верю. Вы лучше, я понял. А вам, может быть, на радостях от будущих заработков в какое-нибудь нормальное место просто устроиться, чтобы в гараже не жить, я не знаю. Ну, я вообще, в принципе, свободный художник. Я на Кировском заводе работал в свое время, но там и график, и зарплаты ни о чем, и коллектив. Подождите, сейчас вообще очень сейчас все поменялось. У меня товарищ работает главным инженером на на Адмиралтейских верфях. И у них там зарплаты у инженеров. А что у вас с образованием? Ну, я политех закончил, высшее образование. Ну вот, видите, у вас инженерное образование, у вас еще руки на месте. Так нахрена вам здесь копаться в этом гараже, жить там и пытаться попить пиво в такси, если вы можете нормальную работу устроить? У меня товарищ работает главным инженером на Адмиралтейских верфях. И я с ним, сейчас, секунду, я договорю, я с ним разговаривал не один раз. Там сейчас зарплаты у инженеров 200-300 тысяч. 200-300 тысяч. То есть инженер уже не становится таким, как в Советском Союзе, оскорбительное, типа там, да он просто инженер какой-то там, да, сейчас, инженер. Не, ну если реально 200-300 тысяч, это да, так просто за муку за 50-70 тысяч рублей, как это... Кстати, я на самом деле, он постоянно ноет о том, что нет людей внятных на работу. Давайте, я не знаю, там, не хотите попробовать? В принципе, телефон можно, просто нафиг вам эта история. Давайте телефон просто сейчас его скажу, вы запишите, и я его предупрежу, что будете звонить. Как вас зовут? Евгений. Прикольно, меня тоже. Сейчас остановлюсь, только не буду. Вот, запишите телефон, скажите, что от Евгения, что он предупреждал, что я звонить буду. Позвоните только в понедельник, ладно? Чтобы не на выходных. Сейчас, секунду. А что там за контора-то? Адмиралтейские верфи. То есть это прямо не... Да, нет, они прямо государственная тема. +7 908. Зовут Игорь. Игорь от Евгения. Хорошо, все, я набрал. Зовут Игорь от Евгения. Так. Сейчас доедем, секунду.
Потому что, ну, блин, как бы с высшим образованием, инженерным, тем более по профилю, сидеть здесь в гараже, ну, такая себе история. Мне кажется, что ну да, ну опять же, в зависимости, да, за какие деньги просто ты имеете. Нет, я же тоже понимаю вас прекрасно. Ну, как, так скажем, получится. Так, да у вас там наличные же. Да, у меня наличка. 500 рублей, 550 рублей. Подождите, а там же 500 было. А у вас 500 было, да, но у вас в магазине ожидание было на 50 рублей. И вот 550 рублей. Так, сейчас я посмотрю, что у меня там с наличкой. Ожидание же платное. Сейчас закатилось в комбинезон. Так, держите 500. Так, ну у меня больше, наверное, нет. Давайте я вам переводом скину. По какому номеру? Вы запишите номер, чтобы сейчас не сидеть тут. Номер киньте на счет просто на телефон. 8911. Вот, просто киньте на счет полташку и все. А да, чаевые с дивидендов мотор колеса. Слушайте, ну да, за юного отдадите. Да, давайте, хорошо. Все, счастливо, хорошо. Спасибо, пакетик не забывайте. Да, сейчас. Так, еще раз. Да. Ну, вроде не насрал ничего, блин. Ничего не насрал. Мотор, колесо, да и новое. Ёпрнитята. Сейчас куда ни плюнь, везде одни инвесторы. Причем даже с высшим образованием человек, да, и все равно в какую-то шнягу залезает. Да, блин. А вот будь я бы вашей женой, если бы вы были моей женой, я бы повесился. Ну и вообще, что это за жены, которые выгоняют своих мужей? Не, ну с другой стороны, мы же не знаем, может они на хату копили, да, а он пошел 5 лимонов поднес, и жена просто сказала: все, тебе и он спрятался в гаражах, чтобы не отхватить ненужных моментов. Ладно, что, припаркуемся. Мне даже интересно, может что-то изменилось с того времени, что я слышал про эту хрень, блядь. Надо посмотреть, просто даже загуглить. Даже интересно стало. Насколько убедительна эта история, что люди туда бабки относят, которые потом в итоге... из-за которых потом в итоге страдают семьи. Интересная какая история получается. Ладно, так. Надо у специалиста. Пояснительную бригаду надо в студию. Слушаю. Да, Сереж, привет. Да, привет. Как дела? Ничего, потихоньку. А кто это? Да, блин, я что, у тебя не выставился? Это Женек, Женя. Ты что, по голосу меня не узнал? Да, Жека, привет. Привет, не узнал, богатым будешь. Вот это то, что мне и нам всем необходимо. Слушай, я не буду тебя отвлекать, на самом деле, я по делу. Я что тебя вспомнил, да, ты же у нас любитель-профессионал всевозможных инвестиционных решений, в которых деньги можно, да, получить. И, может быть, ты слышал про такую тему? Объясню, почему интересуюсь. Я человечка подвозил, и он как раз вложился в эту тематику. А я слышал там, ну, какое-то время назад, что это, ну, шляпа, короче, что туда, ну, не стоит соваться. А сейчас решил ради интереса загуглить и посмотрел, что как-то история разрослась. Чтобы не было, опять же, воды, конкретика такая: мотор, колесо, да иного. Слышал ты что-нибудь про такую историю или нет? Ну, скажи мне. Слушай, ты сейчас когда сказал, что я про это слышал, но слышал, что это шляпа, я вот почему-то прям внутренне почувствовал, что ты сейчас про дуинову. Ну хорошо, и что, шляпа в итоге-то или чего? Ой, слушай, сейчас очень многие знают об этой теме, обращают на внимание, и каждый своим долгом считает на ней потоптаться. По какой-то причине есть такая тема. Тема на самом деле интересная, вполне серьезная, но абсолютно все считают ее лохотроном. А ты? Вот.
Вот мне твое мнение важно, потому что, ну, ты человек внятный в этом плане, и мне нужно именно твое мнение. Пофиг, что говорят, как говорится. Ты скажи мне, что ты думаешь по этому вопросу. Слушай, ну, смотри, если сейчас отодвинуть в сторону, да. Что против, там компания, как называется, Soulmash, по-моему, да, что против них идет такая очень агрессивная информационная война, и сейчас на это не обращают внимания, там, откуда корни растут. По сути, что мы имеем, да? Коротенечко. Да. У них большая инвестпроводящая международная IT-платформа, международная именно, да, вот, по сути, которая 7 лет бабки собирают уже и никуда они не пропали. 7 лет? 7 лет? Да, 7 лет привлекают деньги уже. Ничего себе, ну. Вот, деньги они привлекают через краудинвестинг. Это когда типа дофига людей могут, да, вносить бабки, то есть не ограниченное число. Да, мало того, что дофига людей, это решение направлено, ну, в данном случае, я так понимаю, зачем они это сделали, чтобы уйти от регулирования всяких там ЦБ и СЕК, чтобы их никто не регулировал и мозги им не компостировал всякими проектами. Что, в общем-то, кстати, людям многим и не нравится. Вот. Поэтому здесь народ тоже понять можно. То есть это типа, это не акции, да, а это прямые инвестиции, правильно я понимаю? Совершенно верно. Они сбрасываются деньгами, по сути, ну вот, заявили о том, что они хотят создать огромную инжиниринговую компанию, вот, что им нужны на это деньги, и, по сути, они сделаются владельцами предприятия всех, кто поддержит эту идею деньгами. А в итоге денег-то там можно заработать или нет? Ну вот смотри, вот, и если мы пошли с тобой коротко, да, что имеем. Да. Вот у них есть IT-платформа, которая 7 лет работает, и деньги инвесторов не потеряли. Они 7 лет бабки передают, вот, самое ироничное, что, да, из-за границы забирают по всему миру, бабки переводят в Россию. Ну, кто что-то так делает, блядь, очень странно, да? Вот, и дальше, на эти деньги они по факту за это время построили реально огромный инжиниринговый центр большой в особой экономической зоне. Сейчас готовятся к сдаче его госкомиссии, когда запустятся, я так понимаю, что они вот самого резидента вот этого, как же, да, Soulmash, точно Soulmash, вот они резидента экономической зоны, сделают акционерным обществом, преобразуют его. И 49% акций передадут просто тем людям, которые скидывались все это время деньгами. И они уже будут акционерами, получается, типа. Будут акционерами, да. Так что, если тебя интересует с точки зрения рисков, да, вот да, то сейчас это уже интересно. Это уже не так стрёмно, как в 2017 году, когда они просто заявили, да, что они хотят зайти в Технополис с этой идеей и построиться там, ну, было непонятно, получится у них или нет. Вот, многие тут хейтеров слушали, естественно, которые предрекали им крах там и так далее. Но сейчас уже все, они все это сделали. Сереж, неудобненько у меня получилось, что я на устаревшей информации человеку наговорил гадости в этом плане. Ничего страшного, абсолютно все считают патроном, против них очень грамотно идет война, потому что они идут в реальный сектор экономики большой. По сути, тем решениями техническими, которые они предлагают и владеют, да, заинтересованы практически все производители асинхронных электродвигателей и все, кто их покупает. Вот. Поэтому, ну, ты знаешь, такая тема довольно сложная, она очень глобальная, поэтому, наверное, давай я тебе проще ссылку кину. Кинь мне ссылку на WhatsApp, пожалуйста, если тебе не сложно. Давай на WhatsApp, только ты по интернету нигде там не шерься, не лазь, не ищи, потому что там куча фейков. Я вот тебе честно нормальную ссылку конкретно на их платформу брошу. Давай. И ты смело там можешь смотреть уже всю реальную информацию. Да, мне просто уже самому интересно стало, потому что, ну, как-то там, я так понял, что человек, ну, нехило бабок занес, его даже жена на этих щах выгнала из дома, тоже, ну, не оценив его инвестиционные подвиги, вот, и мне просто даже интересно стало, ну, насколько это все. Ладно, Сереж, я тебя услышал, давай ссылку жду тогда, и это самое, посмотрю там, спасибо тебе, извини, что отнял время, давай, пока-пока, пока-пока. Да, нехорошо как-то получилось. Ну, я реально, то есть, вот я помню, что там несколько лет назад, может, те же 5 лет назад, я не знаю, там,
6. Я вот про это слышал, когда это все начиналось. И я еще там, помню, ржал над этой всей тематикой. А сейчас, видимо, уже ржать не приходится. Ладно, пришлет мне ссылку. Чтобы вы тоже там не копались нигде, я вам скину ее в этом самом в описании к ролику. Давайте все вместе посмотрим, что там на самом деле. Лох, чувак, или не лох? Самому, сука, интересно стало. Ну чё, новые заказы, как говорится. Новые приключения.